Слышали ли о Джее Лено, легендарном ведущем вечернего шоу на американском телевидении? А известно ли вам, что он обладает внушительной коллекцией из 170 автомобилей и 150 мотоциклов, многие из которых являются раритетами? Смотрите видео до конца, и вы узнаете о самых уникальных экземплярах автопарка Джея Лено. Вы готовы? Тогда поехали. Джеймс Дуглас Муир. Лено появился на свет 28 апреля 1950 года в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, но детство провел в небольшом городке Андовер, штат Массачусетс. Еще ребенком он почувствовал непреодолимую тягу к искусству и решил посвятить свою жизнь шоу-бизнесу. Однако дорога к успеху оказалась тернистой. В школе Лено столкнулся с серьезными трудностями из-за дислексии, что делало процесс учебы сложным и утомительным. Тем не менее, его упорство и настойчивость позволили ему закончить школу и поступить в колледж Эмерсон, где учились такие знаменитости, как режиссер Пол Томас Андерсон и актриса Дженнифер Кулидж. Первые шаги в профессиональной карьере Лено сделал в середине 70-х годов, выступая с комедийными номерами в ночных клубах Калифорнии. Постепенно его популярность росла, и он стал частым гостем на различных телевизионных передачах, включая легендарное вечернее шоу с Джонни Карсоном. Настоящий прорыв произошел в 1992 году, когда Лено заменил уходящего на пенсию Карсона в роли ведущего The Tonight Show. В течение следующих 22 лет он превратил эту передачу в одну из самых популярных в Америке, многократно завоевывая номинации на престижную премию Эмми. Сегодня Джей Лено продолжает радовать своих поклонников новым проектом шоу «Гараж с Джеем Лено», которое началось как канал на Ютубе. Особое место в сердце Лено занимает его уникальная коллекция автомобилей и мотоциклов, состоящая из 170 машин и 150 байков. Сегодня я расскажу вам о самых необычных автомобилях, которые составляют часть автопарка Джея Лено. Разобью их по годам производства, чтобы было удобно. Коллекция автомобилей 1920-1930 годов. Коллекция автомобилей Джея Лено поражает воображение своим разнообразием и уникальными экземплярами. Один из таких автомобилей – Double E20, датированный 1925 годом. Этот автомобиль когда-то принадлежал Говарду Хьюзу, который смог разогнать его до скорости около 213 км в час, называл его величайшим паровым автомобилем из когда-либо созданных. Другой интересный экземпляр – Bentley Speed 6 1928 года выпуска. Этот автомобиль производился всего 4 года, с 1926 по 1930 год, и был построен на базе шасси Bentley. Всего было выпущено 544 единицы. В 1929 и 1930 годах этот автомобиль одержал победу в гонке 24 часа Ле-Мана. Еще одно удивительное творение в коллекции Лено – Bentley GJ 400. Название может ввести в заблуждение, ведь этот автомобиль создан на заказ и сочетает в себе элементы классического дизайна с современными технологиями. Основой послужили детали от Bentley 1930 года, но управление автомобилем напоминает современные спортивные машины. Особый акцент сделан на двигателе – 27-литровый Rolls-Royce Merlin Safe 12. Модели 30-40-х годов, составляющие часть коллекции Джея Лено, одни из любимых. Смотрите, какие уникальные раритетные экземпляры находятся в его автопарке. Модель J от Duesenberg, выпущенная в 1931 году, олицетворяет эпоху роскоши и изысканности. Лено нашел свой Duesenberg в заброшенном гараже на Парк-авеню в Нью-Йорке, где машина стояла без движения почти 70 лет из-за финансовых проблем владельцев. Несмотря на необходимость капитального ремонта, Лено не мог упустить шанс восстановить этот редкий автомобиль. Автомобиль Cord 812, производившийся всего 2 года, с 1936 по 1937 годы, был одним из первых американских автомобилей с передним приводом и скрытыми фарами. Компания Cord была известна своими инновационными разработками, хотя не все из них оказались успешными. Лагонда, основанная в 1906 году, позже перешла под контроль компании Aston Martin. Автомобили Лагонда славились своим качеством и участием в их создании бывших дизайнеров Rolls-Royce. Во времена мировых войн компания переключалась на производство вооружения, что сказывалось на выпуске автомобилей. Лагонда Fi 12 1939 года в коллекции Лено – это копия, созданная на заказ. Bugatti Type 57, выпускавшийся с 1934 по 1940 год,
включает всего 710 единиц. К 2024 году сохранились лишь 2 оригинальных экземпляра, стоимость которых достигает $30 миллионов и выше. Лена владеет копией Bugatti Type 57 Atlantic SC, собранной на оригинальном шасси и с оригинальным двигателем, что делает ее максимально похожей на оригинал. Эпоха 50-х-60-х годов прошлого века в автопарке Джея Лено отражена ретро-автомобилями марок, производство которых было прекращено. От этого они стали еще более ценными. Jaguar XK 120M, купе 1954 года. Еще один раритетный автомобиль в коллекции Джея Лено. Этот автомобиль производился до 1954 года, после чего Jaguar снова сосредоточился на других направлениях. В стилистике XK 120M заложены черты, которые впоследствии стали основой для многих последующих моделей Jaguar. В 2024 году этот автомобиль оценивается в сумму от $100 тысяч и выше. Buick Roadmaster 1955 года – автомобиль, с которого началась коллекция Джея Лено, и он остается его любимым. Лено приобрел его в 1972 году за $350 в виде обычной старой машины. Вместе со своей командой он серьезно занялся реставрацией. Под капотом теперь установлен 9,5-литровый двигатель от GM Performance мощностью 650 лошадиных сил. Установлены также коробка передач 4L85E, передняя подвеска AC 5 Corvette и задняя AC 4 Corvette. Классика автомобильной индустрии 60-70-х годов 20 века в коллекции Джея Лено представлена автомобилями из разных стран. В его автопарке находится Volga GAZ 21 1961 года выпуска. Производство модели ГАЗ-21 началось в 1956 году и продолжалось до 1970 года. Этот автомобиль являлся крупнейшим и самым престижным транспортным средством, доступным в Советском Союзе в 1960-х годах. Модель была дорогой для своего времени. Автомобиль Chrysler Turbine 1963 года выпуска был одним из 55 автомобилей с турбиной, которые выпустила одноименная автокомпания. Chrysler Turbine Car, производившийся с 1963 по 1964 год, использовал газотурбинный двигатель, работавший на любом горючем топливе. Однако автомобиль имел множество недостатков и в итоге не попал в серийное производство. Chevrolet Corvette Stingray 1963 года выпуска легко узнать по узкому кузову и раздвоенному заднему стеклу. Corvette Stingray, принадлежащий Джею Лено, является восстановленным автомобилем. Yenko Stinger был выпущен компанией Yenko Chevrolet, занимавшейся доработкой Muscle Car, в 1966 году. Это модифицированный Chevrolet Corsair, настроенный под требования гонок. Автомобиль отличается полосой на кузове. Lamborghini Miura S 1969 года выпуска считается одним из первых суперкаров, завоевавших мировую популярность. Производился с 1966 по 1973 год. Автомобиль был известен своим элегантным дизайном, разработанным Марчелло Гандини. Среди автомобилей в коллекции Джея Лено выделяются несколько легендарных моделей 70-80-х годов 20 века. Mazda Cosmo 1970 года выпуска занимает одно из почетных мест в автопарке коллекционера. Производимая японской компанией Mazda с 1967 по 1995 год. Модель Cosmo стала символом инноваций благодаря своему революционному двигателю Ванкеля. Cosmo стал прародителем знаменитых спортивных моделей RX-7 и RX-8. Первый Dodge Challenger RT, выпущенный в 1970 году, мгновенно завоевал сердца любителей мощных машин и Джея Лено в том числе. Это настоящий образец американского muscle car, созданный на базе платформы Chrysler E. Сегодня эта машина остается мечтой многих коллекционеров, но не Джея Лено, ведь она у него уже есть. В коллекции Джея Лено есть и французский Citroën SM, производившийся с 1970 по 1975 год. Автомобиль представляет собой уникальное сочетание роскоши и спортивных характеристик. За свою историю и новаторскую, по своим временам конструкцию, он получил ряд престижных наград, включая звание «Автомобиля года» от европейских экспертов. Максимальная скорость этого автомобиля
достигала 160 км в час, что делало его одним из самых быстрых автомобилей своего времени. Lamborghini Countach, произведенный в 1986 году, представляет собой одно из наиболее ярких приобретений в обширной коллекции известного телеведущего и комика Джея Лено. Этот автомобиль, являющийся детищем знаменитого дизайнера Марчелло Гандини, олицетворяет собой эпоху и славу итальянской марки Lamborghini. Выпускаемый с 1974 по 1990 год, Countach считается одним из самых узнаваемых и почитаемых суперкаров своего времени, неоднократно занимая верхние строчки рейтингов лучших спортивных машин 70-х и 80-х годов. Примечательно, что именно эта модель стала одним из немногих автомобилей в коллекции Лено, на которых он регулярно выезжает на дороги общего пользования. По сообщениям, Лено преодолел на своем Countach более 110 тысяч километров, 70 тысяч миль, что свидетельствует о его глубокой привязанности к этому автомобилю и уверенности в его надежности даже спустя десятилетия после выпуска. Коллекция Джея Лено полна редких и эксклюзивных автомобилей с 1990 по 2000 год выпуска, которые поражают своими техническими характеристиками и дизайнерскими решениями. Среди них выделяется знаменитый McLaren F1 – суперкар, который долгое время считался самым быстрым автомобилем на дорогах общего пользования. Разгоняющийся до невероятных 370 км в час, этот автомобиль является мечтой любого поклонника скорости. Всего было выпущено 106 экземпляров этой модели. Еще одной жемчужиной коллекции является Rocket LCC – уникальное творение Гордона Мюррея, разработанное специально для Джея Лено. Этот легкий родстер оснащен 1-литровым мотоциклетным двигателем Yamaha, который выдает 143 лошадиные силы. Благодаря минималистичному весу в 370 килограммов, Rocket LCC способен разгоняться до 100 км в час всего за 4,5 секунды. Также стоит отметить Ariel Atom – автомобиль с уникальной конструкцией экзоскелета, производимый компанией Ariel Motor с 1996 года. Эта модель привлекает внимание своим необычным внешним видом и выдающимися динамическими характеристиками. Ежегодно выпускается около 100 таких автомобилей, однако иногда появляются специальные версии, количество которых очень ограничено. Джей Лено известен своей страстью к необычным машинам, и 2 уникальных экземпляра из его коллекции особенно выделяются среди остальных. Один из них – автомобиль цистерна Chrysler 2001 года выпуска, который был модифицирован специально для шоумена. Этот гигантский автомобиль, несмотря на свой внушительный вес в 5 тонн, полностью соответствует требованиям для движения по общественным дорогам. Под капотом у этой машины скрывается мощный танковый двигатель М47 Patton, дополненный парой дорогостоящих турбокомпрессоров TR-72T. Другой уникальный автомобиль в коллекции Лено – концепт-кар EcoJet 2006 года выпуска от компании General Motors. Этот футуристический автомобиль работает на биодизельном топливе и использует газовую турбину Honeywell LTS-101 вместо стандартного поршневого двигателя. Интерьер EcoJet оснащен передовыми технологиями, такими как компьютеризированная система управления и множество ЖК-дисплеев. В коллекции легендарного комика и ведущего Джея Лено есть уникальный экземпляр – McLaren P1 2014 года. Этот гиперкар был выпущен ограниченным тиражом всего в 375 единиц, и Джей стал первым владельцем такого авто в Соединенных Штатах Америки. За право обладать этим шедевром инженерной мысли он выложил около $2 миллионов. P1 – это гибридный суперкар, сочетающий в себе мощь бензинового двигателя V8 с 2 турбокомпрессорами мощностью 727 лошадиных сил и электромотора на 177 лошадиных сил, который получает энергию от литий-ионной батареи. Эта комбинация позволяет машине достигать 100 км в час всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет впечатляющие 350 км. Коллекция раритетных автомобилей Джея Лено поражает воображение. В его автопарке есть действительно уникальные модели, которые больше не встретишь нигде. Он не просто вкладывает деньги в антикварные машины. Это прежде всего возможность сохранить для потомков то, на чем передвигались люди на протяжении всей истории мирового автопрома. У меня же есть к вам интересное предложение, друзья. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии.
Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока и удачи!